В моей руке любовь и ненависть. Baccarat Rouge 540. Это то, чем пахнут вестибюли дорогих отелей и прилавки люксовых магазинов. Уже больше 10 лет Baccarat Rouge – это пароль, символ статуса и глобальный феномен. Это один из самых обсуждаемых, самых узнаваемых и самых противоречивых парфюмов. Но главный секрет Baccarat Rouge скрыт не в цене, не в звездных поклонниках, а в формуле. Что если в основе этого аромата лежит поразительно простая, почти минималистичная структура? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель, и в этом видео мы обсудим всего лишь 4 ключевые молекулы Baccarat Rouge. История этого аромата начинается не в парфюмерной лаборатории, а на хрустальной мануфактуре. В 2013 году легендарный французский хрустальный дом Baccarat готовился отмечать свое 250-летие. В честь этого знаменательного события они поручили мастеру-парфюмеру Фрэнсису Куркджану уникальную задачу – описать магию хрусталя Baccarat языком парфюмерии. В качестве вдохновения была выбрана технология создания культового Rouge Allure или золотисто-красного кристалла. Это процесс, при котором прозрачная заготовка пропитывается порошком 24-каратного золота, а затем нагревается в печи до 540 градусов по Цельсию. Именно при этой температуре кристалл преображается, приобретая огненное рубиново-красное свечение. Это число 540 стало отличительной чертой названия аромата. А задача состояла в том, чтобы запах вызывал ассоциации с прозрачным кристаллом. Первый выпуск 2014 года представлял собой эксклюзивную лимитированную серию из 250 пронумерованных хрустальных флаконов. Он задумывался как произведение искусства, коллекционный предмет. Однако неожиданно высокий ажиотаж вокруг этой серии заставил пересмотреть такой подход, и уже в следующем, 2015 году, он пополнил портфолио парфюмерного дома Maison Francis Kurkdjian как часть постоянной коллекции. А дальше вы сами знаете из слухов и новостей. Baccarat Rouge превратился из нишевого юбилейного проекта в один из самых известных флаконов в мире. Но по мере роста популярности росли и споры о нем. Для ценителей это шедевр. Теплое облако засахаренного миндаля и воздушных минеральных древесных нот. Это магнит комплиментов, привлекающий внимание, формирующий атмосферу роскоши. Для ненавистников это синтетический кошмар. Приторная, визгливая смесь, пахнущая кабинетом стоматолога, бинтами или аптекой. Такое противоречивое восприятие сама суть Baccarat Rouge. Он одновременно воздушный и плотный, сладкий и соленый, притягивающий и отталкивающий. И ключ к пониманию этого парадокса лежит в его молекулярной структуре. В отличие от парфюмов, построенных по принципу пирамиды, с отчетливыми верхними, средними и базовыми нотами, которые раскрываются со временем. Baccarat Rouge имеет линейную структуру. Он создан для того, чтобы раскрыться в первые минуты после распыления и оставаться одинаковым на протяжении всего ношения. Это достигается благодаря почти бруталистскому подходу к созданию формулы. Хотя в официальных нотах указаны такие компоненты, как жасмин, кедр и дубовый мох, они в значительной степени или даже полностью имитируются квартетом мощных синтетических компонентов. Эти 4 молекулы – гидеон, амброксан, эвернил и этилмальтол. Разумеется, общее количество компонентов измеряется десятками, но именно эти 4 играют главные роли. Первым и самым значительным компонентом является молекула под названием гидеон, до трети всей формулы. Это огромная концентрация, и именно в ней кроется секрет яркости и сияния аромата. Сам по себе гидеон обладает очень тонким ароматом, напоминающим жасмин, с легким цитрусовым оттенком. Создатель Baccarat Фрэнсис Куркджан описывает его как бриз лепестков. В Baccarat Rouge роль гидеона больше структурная, он заполняет пространство, делая густую, тяжелую гурманскую массу воздушной. Без этой огромной дозы гидеона Baccarat Rouge бы рухнул под собственной тяжестью. У него бы не было заметного шлейфа и заполняющей комнату проекции. Если гидеон это воздух, то следующая молекула это огонь. Второй ключевой компонент этилмальтол ответственен за противоречивую сладкую ноту.
Хотя его содержание измеряется несколькими процентами от 1 до 5, даже такая концентрация значительно выше привычной в парфюмерии. Более того, такое количество 1, 2, 3% характерно для аккордов и баз, но никак не готового парфюма. Этилмальтол – это молекула кондитерских изделий. Это запах карамели, жженого сахара и сахарной ваты. Для сравнения, он был центром композиции аромата Angel от Mugler, который положил начало категории гурманских парфюмов. И даже там его количество было ниже. В Баккара Руж этилмальтол создает то, что Кёркджан называет аурой огня. Действительно, это не просто конфетная нота. Сладость представлена таким образом, что кажется одновременно знакомой и чуждой. Этилмальтол контрастирует с другими молекулами, создавая сложную динамику сладкого и соленого, которая поднимает его на гораздо более интригующий и утонченный уровень. Для одних это самая притягательная часть аромата, для других же это отвратительная слащавость сахара. Но независимо от отношения, мощная узнаваемая нота этилмальтола является причиной популярности Баккара Руж. Теперь перейдем к основе. Здесь доминирует мощный дуэт амброксана и эвернила. Вместе они создают теплую, минеральную и стойкую основу аромата. Начнем с амброксана, которого здесь 15-20% от всей формулы. Среди двадцатки парфюмов, которые мы успели рассмотреть, это абсолютный рекорд. В Баккара Руж амброксан создает морскую ауру минеральности, имитируя прохладу кристалла, одновременно придавая теплое янтарное сияние. Его впечатляющая стойкость – одна из главных причин, по которой этот аромат держится на одежде несколько дней. В тандеме с ним работает четвертая основная молекула эвернил, также известный как веромоз. Здесь его около 10-15%. Эвернил – это синтетический заменитель абсолюта дубового мха, призванный вызывать ассоциации с влажной почвой. Абсолют глубокий, землистый, слегка влажный аромат. А у эвернила также есть сухой и слегка фенольный оттенок. Сочетание амброксана и эвернила создает соленую, воздушную, мускусную и минеральную базу, которая одновременно диффузная и стойкая. Именно это является источником трудноописываемого аккорда соленого воздуха или древесины, омытой морем, который прорезает сладость. И именно это сочетание усиливает на контрасте эффект жженого сахара. Интенсивная сладость этилмальтола резко оттеняется соленой, терпкой мшистой нотой эвернила. Это намеренное напряжение между сладким и пикантным создает утонченное, притягательное качество, которое не просто сладкое, а гораздо более сложное и текстурное. Итак, 4 основных компонента Баккары – это воздушный жасмин гидеона, огненный сахар этилмальтола, морская минеральность амброксана и землистый дубовый мох эвернила. Подавляющая часть того, что вы чувствуете, это всего лишь 4 молекулы, доведенные до предела своих возможностей. Эта структура имеет несколько заметных последствий. Во-первых, это феномен временной аносмии. Огромные дозы мощных молекул, таких как амброксан и эвернил, могут избыточно стимулировать обонятельные рецепторы. Это приводит к обонятельной усталости, когда мозг по сути отключает раздражающий запах, чтобы защитить себя от сенсорной перегрузки. Именно поэтому носители Баккара Руж не чувствуют его запаха на себе уже через несколько минут, в то время как окружающие все еще отчетливо его ощущают. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Во-вторых, эта минималистичная, насыщенная синтетическими компонентами структура помогает объяснить лекарственный, йодистый, в частности, запах, о котором пишут в отзывах. Такой эффект возникает при взаимодействии этилмальтола и сафронала, используемого для создания ноты шафрана. Сафронал обладает пряным, кожаным и слегка горьковатым металлическим профилем. Когда эта резкая фенольная составляющая сталкивается с интенсивной сладостью и чистой минеральной базой, мозг может интерпретировать этот непривычный аккорд как нечто лекарственное. Однако отмечу, что это мое теоретическое построение, основанное на верхней ноте шафрана в официальной пирамиде и отзывах об аптечном запахе. Если здесь и вправду есть сафронал, то в следовых количествах. В-третьих, именно эта простая базовая структура является причиной того, почему Баккара Руж стал одним из самых копируемых ароматов в истории.
Поскольку его основа построена на нескольких хорошо известных компонентах, грубое воспроизведение оригинала доступно всем желающим. Хотя создатель настаивает на том, что качество сырья делает точное копирование невозможным, базовая архитектура открыта для экспериментов. Полупрозрачная рубиновая скульптура Баккара-Руж опирается на кристаллическую структуру Гедеона и Амброксана, абстрактную, эфемерную, формирующую объемы сияния. Этилмальтол — это насыщенный красный пигмент и острые, отполированные края акцентов, а вернил действует как минеральный контраст, который издалека приковывает внимание зрителя. Итак, Баккара-Руж — это парадокс. Это роскошь, сложенная из щепотки синтетических компонентов. Это аромат поразительной простоты, создающий иллюзию безграничной сложности. В нем чрезмерное количество сладости уравновешивается солью. Это одновременно один из самых любимых и самых ненавидимых, самых популярных и самых имитируемых ароматов своего поколения. А в следующем видео мы обсудим не менее популярный и спорный, но уже по другой причине — Armaf Club de Nuit Intense Man.